Ну что, еще раз всем привет. Как я и говорил, до профессионального блогера мне еще далеко, поэтому при первом описании Yamaha Super Tenere я забыл несколько моментов. Соответственно, воды много утекло. И плюс ко всему пару ребят, у кого такие мотоциклы, тоже писали, задавали вопросы. Поэтому пойдем по списку сегодня того, что я упустил. Упустил я, вот смотрите что. Показывал о том, как защитил свою пятку от брызгов, но забыл показать, вот я специально взял фонарик, забыл показать, вот видите, здесь у нас установлен бачок расширительной тормозной жидкости, и он полностью открыт для брызгов и всего, что летит с заднего колеса. Мне что-то показалось как-то неправильным, и я на него сделал вот такую вот алюминиевую защиту. Она прикручивается наверху и вот там. В общем, как видите, вот за 8 лет, вот сколько всего она отсекает. И, соответственно, у меня расширительный бачок, он всегда в чистоте. И все там хорошо. Плюс ко всему, вот еще внизу брызговик дополнительный. Моноамортизатор задний, он защищен небольшой там такой пластиковым козырьком, как бы от брызгов. Но это всего мало, и потом, когда ты начинаешь перебирать заднюю прогрессию и понимаешь, что у тебя там сальники прохудились от этой грязюки, ты же в дороге идешь постоянно там все. Вот у меня вот так случилось, вот он у меня стоит, мой DRZ. Раскидал я заднюю прогрессию, маятник, и выяснилось, что один из подшипников умер. И в очередной раз я убедился, что не зря я все там это делал. Так, это первое, что я упустил. Потом, вот интересная штука, кстати, да, как я мог выпустить из виду. Кто катался на Super Tenere, знаете, что вот здесь вот у него такое вот сужение идет слева и справа. И сейчас вот спереди покажу. Вот она, у него морда вот в этих местах узкая. Вот, и отсюда очень-очень и неплохо попадает воздух и бьет вам в подмышки, в бока. Не знаю, как правильно сказать. Есть у Yamaha оригинальные вот сюда такие из прозрачного пластика, из оргстекла отсекатели. Ну, во-первых, они узенькие и как-то так по-детски смотрятся. В общем, смотрел на них, не понравились мне, решил сделать самостоятельные. Вот смотрите, какие лопухи. Ничему они не мешают. Сделаны из оргстекла. Сейчас я руль поверну. Вот как это выглядит. Сделаны из оргстекла. Оргстекло сразу матовое, оно такое не черное, а полутон. Вот. И для того, чтобы они здесь были грамотно зафиксированы, вот я специально одно открутил. Вот оно. Вот как это выглядит. Вот оно вот здесь немного изогнуто. Это по форме. Вот здесь вот пластика она идет. И наверху вот такой кронштейн сделан. Он уходит вот сюда. Вот здесь вот прям дырка заводская идет. И вот прям в нее он садится. Получается раз, два, болтом вот здесь закрепил, и все, он стоит. Вот здесь вот пришлось сделать вот такую из алюминия. Вот такой вот под 90 градусов, или может чуть больше, более развернутый угол. Такое небольшое крепление, два болта, и тут, ну, ребят, вообще ничего сложного. В гараже можно все это дело запилить. Причем я это крепление новое не делал, нашел какие-то два крепежа, не помню откуда, и сделал их сюда, допилил. Эффект обалденный, не хлещет воздух, не трепет куртку на боках, подмышки не задувает. Вот с одним парнем мы списывались тоже с Украины. Парень, он говорит, он сразу такой увидел, говорит: о, слушай, говорит, в бока воздух отсекает. Я говорю: да. Он говорит: супер класс, хорошая идея. Кстати, переходя к нему, забыл сказать, что благодаря ему он мне подсказал, где найти. И вот буквально недавно, может быть месяц назад, спустя 60 тысяч пробега, я заменил топливный фильтр в баке. Самое интересное, заморочился на этот вопрос, заехал к официалам, они говорят: нет, друг, отдельно сеточки фильтра нету, покупай весь насос в сборе там за 30 тысяч денег или что-то такое. Ну, я, соответственно, этого не стал делать, а потом вот подсказал мне человек, вот он с AliExpress, вот он фильтр, китайцы молодцы, делают все
300 российских рублей цена вопроса. Я их заказал сразу 3 или 4 штуки. Пускай валяются. Кстати, да, заменить его нет проблем. Бак сняли, перевернули, достали бензонасос. Буквально там 2 соединения разомкнули, и все, и он меняется. Вот что еще забыл. Ну это всем эндуристам понятно. Расширил я пятачок на лапке на боковой. Но я купил мотоцикл, вы помните, я рассказывал, что одним из первых, и еще никаких модных вот сюда вот наставочек ни на Луисе нигде не было. И в общем, ну вот я не знаю, видно, нет, будет. В общем, наварил я, короче, вырезал я квадрат побольше, отфигачил родной и приварил то, что мне кажется более достойным. Потому что эндуро мотоцикл, понятно, что я не всегда ставлю его на асфальт. И, соответственно, когда я его ставлю где-то на землю, чтобы он не провалился, этот вопрос у меня решен. Что еще? Вот еще. Еще у меня стоит сигнализация на нем. Ну, ее не видно, ну, просто рассказываю. Была с машины хорошая сигнализация. Поставил вот здесь, вот в этом месте. Есть немного пространства. Можно вот сюда все засунуть, спрятать. До сюда не доберешься, как только снимается боковая защита, срабатывает сигнализация. Вот еще немножко я допиливал защиту оригинальную мотора. Это вот стоит родная ямаховская. Она идет, вот ее очертания. Вот здесь вот она заканчивается. Тут стоит масляный фильтр. И вот я вот эту вот небольшую штучку доделал, дабы... Потому что вот прям полфильтра открыто. Ну, мало ли, из-под колеса какой-нибудь камушек или что-то мне в него влетит. На фильтре масляном жестянка тонкая. Ее пробить, в принципе, несложно. Ну, вот я вот решил вот такую вот штуковину допилить, приклепать. Она как бы не защита снизу, там, карты. Она исключительно для того, чтобы сберечь фильтр. Ну, по сути, вот и все, что я забыл рассказать в первый раз. Если что-то еще вспомню, не знаю, снимать уже третью часть или нет, буду думать. Ну, наверное, уже нет, уже хватит. Ну, все, кому было интересно, пожалуйста, не благодарите. Вот он, красавец. Ну, я думаю, у каждого, у кого есть Супер Тенери, вы по-хорошему в него влюблены, и это правильно. Это очень достойный мотоцикл со своей харизмой, со своим характером. В общем, ребята, катайтесь. Это достойная техника.